Зима в этом году выдалась красивой, снежной и морозной. А это значило, что одними любованиями волшебным зимним пейзажем дело не обошлось. Необходимо было еще и позаботиться об утеплении для всех четвероногих в нашей семье. В домик Ляли была напихана солома. Кора в соломенном стогу прорыла себе уютную теплую нору. Чапка у нас мерзляк. Она гуляет на улице только по минут 10 утром и вечером. Все остальное время следит за обстановкой и законом. Людовик летом любил отдыхать на чердаке мастерской, но зимой там ему было бы слишком холодно. И я хотела на зиму поселить его в саму мастерскую, подружив с Тинки и малюткой По. Но Тинки оказался таким злюкой, что пришлось для Людовика искать другое место для зимовки. И оно нашлось в доме в ванной. В комнаты я его пустить не могла, там живут 3 кошечки. И, как вы понимаете, поселить Людовика вместе с ними было бы слишком радостно для него и слишком печально для нас. Но зимой можно позаботиться не только о своих домашних питомцах.
птички, которые поют мне песни всю весну, лето, осень, тоже нуждаются во внимании. Предоставить им теплое убежище в морозные дни не представляется возможным, но наполнить кормушки едой вполне под силу. Сытые птицы и звери гораздо легче переносят зимние морозы. Обычно я насыпала различные сухие зерна круп прямо в кормушку. Но птички довольно активно копошатся в них, рассыпая большую часть корма вокруг. Поэтому в этом году я решила склеить их растопленным жиром. Вместо жира можно использовать также сливочное масло. Немного пшена, гречки, молотой кукурузы, ячки и риса. Ну и, конечно же, перемолотые семечки подсолнуха. Их птички любят больше всего. Чуть-чуть цельных зерен на тот случай, если в гости заглянет красавица Сойка. Ну и тот самый растопленный жир, который поможет нам все это немножечко склеить.
Вот так вот, просто не обладая каким-то суперспособностями и невероятными возможностями, можно сделать кого-то немножко счастливее. Новое блюдо в кормушке у птичек был не единственный мой проект этой зимой. В январе выпал снег, который по прогнозу обещал полежать довольно продолжительное время, и я решила воспользоваться этим событием и залить свой собственный каток для того, чтобы покататься на коньках. Bakın kokuş. С помощниками дело продвигалось медленнее, но зато веселее. Особенно для помощников. Я планировала, что буду в течение нескольких дней планомерно заливать слой за слоем, понемногу расширяя площадь катка. Но на третий день своего усердного труда я подскользнулась на своем творении и со всей силы грохнулась об лед. Левая рука вышла из строя. Это было больно, очень больно, и строительство катка завершилось. Я не особо надеялась на то, что результат моего труда сохранится до моего выздоровления. Но зима оказалась по-настоящему зимней, и через неделю, когда рука уже начала восстанавливаться, я все-таки решила опробовать свой маленький каток в деле. Ну, что я могу сказать? Никогда так не делайте. При заливке с помощью ведра вода распространялась неравномерно, и весь лед был в буграх и ямках. Кататься на таком катке на коньках совершенно невозможно, но мне было сложно с этим смириться, ведь я потратила на него столько сил и, можно сказать, положила на него свою руку.
Поэтому я пыталась снова и снова до тех пор, пока... На этом моя карьера фигуристки была закончена. По крайней мере, так мне показалось в тот момент. Левая рука получила новую встряску, но, как ни странно, именно правая травмировалась еще сильнее. Но через неделю, несмотря на то, что руки не переставали болеть, я уже разрабатывала новый план к действию, подыскивая новое место для дислокации и новые возможности для маневров. Моя семья не хотела меня отпускать, но я успокоила их тем, что буду недалеко от дома. И даже если я умудрюсь каким-то чудом сломать третью руку или подвернуть ноги, то доползу домой на коленях. Даже калитка была против этой идеи. Не всегда наше упрямство и упорство в достижении каких-то незначительных целей можно назвать благоразумным. Но порой эта настойчивость в мелочах помогает нам быть более стойкими в достижении чего-то более важного на нашем жизненном пути.